Для вязания шапочки мне потребуется 2 вот таких моточка. Это у меня пряжа Пехорка Baby Caprice. Состав ее 50% мериносовая 6, 50% микрофибра. Вязать я буду в 2 ниточки из 2 клубочков. Итого это всего будет 100 грамм. И вязать я буду спицами 2 мм длиной 40 см от Knit-Pro. Это у меня вот такие неразъемные 2-миллиметровые спицы специально для шапок. Также мне потребуется крючок. Я возьму крючок 2 мм. Это будет вспомогательный инструмент. Контрастная нитка. И немного маркеров для спиц. Перед тем, как начать шапочку, я вяжу из своей пряжи на тех спицах, на которых я буду вязать, образец. Основной узор у меня это резинка 1 на 1 и, соответственно, образец тоже 1 на 1. Дальше я его постирала и высушила. И теперь произвожу замеры. Мерить я буду от лицевой колонки до лицевой. Вот смотрите, вот так. Беру измерительную ленту и измеряю. Ну, допустим, вот от этой лицевой, вот до этой лицевой. И считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У меня получается 11 лицевых петель. Между ними 10 изнаночных петель. Итого это 21 петля в 7 сантиметрах. 21 петля это 7 сантиметров. Обхват головы, который мне нужен, это 55 сантиметров, это x петель. Отсюда делаю пропорцию. X равно 55 умножаю на 21 и делю на 7. Это получается равно 165 петель. Из этой величины я вычитаю 10%. Получается 148 петель. И округляю в меньшую сторону до ближайшего кратного 6. Это 144 петли. Я буду делать фабричный набор на спицу, поэтому мне нужен крючок, спица и контрастная нитка. Итак, фабричный набор я делаю с помощью контрастной нитки и крючка. Беру нитку, кладу спицу на эту нитку, крючком делаю поворот и делаю 1 петлю. Увожу нить между спицей и крючком за работу. Делаю 2 петлю. Мне нужно набрать 72 петли. У меня получилось 144 петли. Контрастной ниткой для фабричного набора я набираю в 2 раза меньшее количество. То есть 144 делю на 2. Это получается 72. И вот я набираю 72 петли крючком контрастной ниткой. 72 петли я набрала. Дальше провяжу немножко свободным хвостиком. Просто цепочку из воздушных петель, для того, чтобы потом было удобно ее распустить. И перехожу к вязанию первого ряда уже основным цветом. Беру нитку основного цвета, ее я складываю вдвое, я буду вязать двойной нитью. Оставляю здесь хвостик, наверное, сантиметров 10, этого мне будет достаточно. И первый ряд я вяжу следующим образом. Каждую петлю я провязываю лицевой. И между лицевыми делаю накид. Таким образом число петель удвоится. Так. Накид. Опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, в общем, вяжу так до конца ряда. Из набранных 72 петель у меня получится 143 провязанных петли. Первый ряд я провязала, здесь получается 143 петли, 144 я набрасываю начальным хвостиком, и это будет накид. Итак, дальше перехожу к вязанию второго ряда. Дальше мне нужно связать 3 ряда полой резинки. Итак, первый ряд полой резинки, он же второй ряд шапки, будет вязаться следующим образом.
Накиды я провязываю изнаночной. Изнанку я вяжу тоже классикой. Так. Итак, провязываю накиды, лицевую снимаю. Нить за работой. Опять накид провязываю изнаночной, лицевую снимаю, нить за работой. Накид провязываю, лицевую снимаю. И опять изнаночная и лицевая. Работаю так до конца ряда. Заканчиваю второй ряд. Последняя здесь лицевая петля. Ее снимаю нить за работой. И дальше будет третий ряд. Третий ряд будет провязываться наоборот. То есть теперь изнаночную я сбрасываю, снимаю не провязанной нить перед работой. Лицевую провязываю лицевой. И чередую так. Изнаночную снимаю нить перед работой. Лицевую провязываю лицевой. Изнаночную снимаю. Лицевую провязываю. Изнаночную снимаю. Лицевую провязываю. И работаю так до конца этого ряда. Заканчиваю этот ряд. Последняя петля лицевая. И дальше будет четвертый ряд или третий ряд полурезинки. Он будет идентичен второму ряду или первому ряду полурезинки. То есть здесь я буду провязывать изнаночную изнаночной, а лицевую переснимаю на правую спицу, нить за работу. Лицевую не провязываю. Опять изнаночную изнаночной, лицевую не провязываю. Изнаночная, лицевая не провязанная. И так работаю до конца ряда. В этом ряду можно уже избавиться будет от контрастной нити, потому что она стягивает изделие, и вообще вязать с ней неудобно. Просто беру и тяну вот за этот хвостик. И ниточка вот так вот легко и вот так легко она удаляется. Все, контрастная нитка больше мне не нужна. Дальше вяжу уже без контрастной нити. Довязала я четвертый ряд. Последняя петля здесь лицевая, ее просто переснимаю. Надену маркер в то место, где начинаются и заканчиваются ряды. И дальше я буду вязать просто резинкой 1 на 1. Начинаю с одной изнаночной. Делаю изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И изнаночные, и лицевые петли я вяжу классическим способом. Если вы не знакомы или если вас что-то удивляет в технике моих петель, то рекомендую вам перейти вот сюда по подсказке. И там будет очень интересное видео, в котором я все подробно разъясняю. В общем, вяжу такими рядами резиночкой 1 на 1 на нужную высоту до начала макушки. Высоту от наборного ряда до макушки провязала я приблизительно 18,5 сантиметров. В рядах я считать не буду. Дальше мне потребуются маркеры. И дальше я начну делать макушку. Число петель у меня 144. Макушка будет шестиклинная. Соответственно, 144 делю на 6. Это получается 24. И дальше считаю так. Одна петля у меня провязана уже от этого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. 23, 24 вяжу вместе. И дальше надеваю маркер на правую спицу, чтобы просто мои маркеры отделяли клинья. И повторяю это всего 6 раз. 6 клиньев, соответственно, 6 убавок будет в этом ряду. Снова вяжу 22 петли по рисунку. 2,
23-24 провязываю вместе и вешаю маркер. Работаю так до конца ряда. Последний маркер — это будет маркер, который обозначает начало и конец ряда. Итак, этот ряд я закончила. Вот моя последняя, 6-я убавка. Дальше вяжу 2 ряда по рисунку. То есть изнаночную провязываю изнаночной, лицевую провязываю лицевой, изнаночную изнаночной, лицевую лицевой. И так работаю 2 ряда. 2 ряда без убавок я провязала, и снова ряд с убавками. Вяжу по рисунку до маркера. Так, дохожу до маркера. Здесь 2 лицевых, их провязываю вместе лицевой. Вот так. И работаю так до конца ряда. В этом ряду я тоже делаю, соответственно, 6 убавочек перед каждым маркером. Общая схема вязания макушки такая. Первый ряд — это 6 убавок, мы это сделали. Второй, третий ряд без убавок. Дальше идет 4-й ряд 6 убавок, 5-й ряд опять без убавок, 6-й ряд 6 убавок, 7-й ряд без убавок. И смотрите, с 14-го ряда начинаются убавки в каждом ряду. То есть с 4-го ряда мы начинаем делать убавки через ряд, с 14-го ряда убавки в каждом ряду, и в итоге должно остаться 48 петель на спицах. Вот сейчас у меня 48 петель на спицах. И дальше я вяжу так. Каждые 2 петли я провязываю вместе лицевой. Опять 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой. И так работаю до конца этого ряда. То есть у меня получится, что все изнаночные скроются за лицевыми петлями, и изнаночных петель после этого ряда уже совсем не останется. Следующий ряд, здесь остаются одни лицевые, и его я продолжаю вязать также. 2 петли вместе лицевой, опять 2 петли вместе лицевой, ну и так опять работаю до конца ряда. Весь ряд — это 2 петли вместе лицевой. Должно остаться на спицах всего 12 петель, и их дальше закрываю все вместе. Беру крючок, провязываю 1 петлю лицевой, накидываю эту петлю на левую спицу и дальше накидываю на нее следующую петлю. Затем опять следующую. Это, кстати, можно делать от спицы, не обязательно это делать крючком. И снова накидываю следующую петлю. Так, перегибаю спицы. И снова накидываю петлю на первую, да? Таким образом, количество петель уменьшается, петли закрываются. Макушка затягивается. Так. И вот в конце должна будет остаться 1 петля. Ее вытягиваем. И вставляю в эту петлю нитку. Это у меня лицевая сторона, изнаночная здесь точно такая же. Вот так смотрится фабричный наборный ряд. Смотрите, лицо плавно перетекает изнанку. И в принципе эта шапка получилась практически одинаковая с обеих сторон. Здесь макушка смотрится
немножко по-другому. Вот такая вот макушка получается с изнанки и вот такая получается с лица. Макушка здесь получилась шестиклинная. Вы уже сами выбираете, какая сторона вам нравится больше. Хвостик нужно спрятать на изнанке, что хвостик от наборного ряда. Так. Беру крючок и прячу хвостик вдоль лицевой косы. Да? Вот так вот вставляю крючок в полу петли, подхватываю хвостик и смотрите, он скрывается за лицевыми вот этими косичками. Работаю так, пока хвостик не спрячется. Вот такая шапочка Бини получается. Она очень пружинистая. Я вязала на размер головы 55, но вот именно этот расчет подойдет и на больший размер головы. Давайте ее замерим. Итак, 21 сантиметр в невытянутом состоянии это ширина. До макушки это будет 25 сантиметров. И дальше я рекомендую еще шапочку сперва постирать и высушить. Я буду стирать шапочку в холодной воде, потому что это шерсть, потому что она не любит перепадов температур. В общем, беру шапку и я возьму вот твердый шампунь. Я стираю обычно шерсть не специальным средством. Стираю шампунем, потому что я считаю, что если для моих волос, для человеческих волос это пригодное вещество, то и, конечно, для шерсти оно тоже подойдет. В общем, мылю, потом все это смываю и сушу я ее в расправленном виде. Конечно, я ее не выжимаю после того, как... То есть я не выкручиваю, я выжимаю так легонечко, но не выкручиваю, чтобы форма не изменилась и чтобы она не вытянулась и не свалялась. И точно такая же шапочка у меня связана, но из другой пряжи. Это Alize Merino Royal. Здесь 100% меринос. Она получилась чуть меньше в размерах. То есть в ширину она получается 19, а в высоту приблизительно 26. Да? А количество петель, спицы и расчеты плотности здесь были точно такими же. Ссылки и на ту, и на другую пряжу я вам оставлю внизу под видео. Вот такая шапка Бини получилась у меня. Бежевая шапка на более холодную погоду, а темно-синяя шапка подойдет на более теплую осень или весну. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.